16 апреля на пассажирском пароме «Севоль» отправились в морской рейс 476 человек, но 304 из них больше никогда не вернулись домой. Эта чудовищная катастрофа стала самой темной страницей в современной истории Южной Кореи и разорвала сердце десятков корейских звезд, которые навсегда потеряли в тех ледяных водах своих самых преданных поклонников. Ким У Бин. Ким У Бин – один из самых выдающихся и невероятно талантливых актеров южнокорейской кинематографической сцены, пережил глубочайшее личное потрясение из-за этой страшной катастрофы. Среди сотен невинных жертв, оказавшихся запертыми в холодных каютах тонущего судна, была преданная поклонница его творчества, 18-летняя школьница по имени Ким Хе Сон. Девушка обожала его фильмы и мечтала когда-нибудь увидеть своего кумира вживую, но ее жизнь жестоко оборвалась 16 апреля. Когда друзья погибшей девочки, которым чудом удалось спастись в тот роковой день, осознали, что ее больше нет, они связались с агентством актера. Они рассказали ему о том, как сильно она его любила, и эта история тронула мужчину до глубины души. В ответ на их просьбу он лично от руки написал невероятно пронзительное и полное скорби письмо, которое позже было доставлено к мемориалу погибшей. В этом трогательном послании он благодарил девочку за поддержку, выражал надежду, что там, на небесах, она больше не испытывает страха и боли. Он дал ей очень теплое обещание: когда они наконец встретятся в другом мире, они обязательно сделают множество совместных фотографий и будут долго разговаривать. Этот поступок показал, насколько сильно артисты привязаны к своим фанатам, и как глубоко индустрия восприняла гибель детей, словно потерю собственных младших сестер и братьев. Трагедия оставила неизгладимый след в его сердце, напоминая о хрупкости человеческой жизни. Он доказал всем, что за маской недосягаемой телевизионной суперзвезды скрывается обычный человек с огромной и по-настоящему светлой душой, который готов искренне сопереживать чужому невыносимому горю и дарить частичку своего душевного тепла тем, кто в этом так отчаянно нуждается. Группа BTS. Группа BTS, которая сегодня известна абсолютно каждому человеку на нашей планете, создала самое пронзительное и метафоричное музыкальное посвящение погибшим детям. Их легендарная композиция под названием «Весенний день» стала настоящим национальным реквиемом, неофициальным гимном памяти жертв той чудовищной катастрофы. Если внимательно посмотреть их музыкальное видео, можно заметить огромное количество скрытых и душераздирающих деталей. Желтые ленты, символизирующие бесконечное ожидание возвращения пропавших без вести пассажиров, огромные горы брошенной старой одежды, отсылающие к тем самым вещам, которые остались сиротеть без своих юных владельцев, и выброшенная на холодный песчаный берег пара обуви. Вся песня пронизана невероятной тоской по друзьям, с которыми они больше никогда не смогут встретиться. Общество Южной Кореи мгновенно поняло этот скрытый посыл, и до сих пор эта невероятная мелодия вызывает неподдельные слезы на глазах у миллионов слушателей по всему земному шару. Помимо такого грандиозного творческого посвящения, участники этого музыкального коллектива вместе со своим агентством тайно пожертвовали огромную сумму денег, 100 миллионов вон, семьям погибших школьников и пассажиров, чтобы хоть как-то помочь им в их безмерном горе. Они сознательно не делали из этого громкого рекламного хода, предпочитая искренне и совершенно тихо поддержать скорбящих родителей. Музыканты показали всему миру, что популярное искусство может стать мощнейшим инструментом утешения, а их искренняя боль за трагическую судьбу родной страны отразилась в каждом слове и каждом аккорде. Группа редакции Velvet. Женский музыкальный коллектив редакции Velvet выпустил невероятно печальный и потрясающе красивый клип на песню «Один из этих дней», который ведущие музыкальные критики и преданные поклонники единогласно признали данью памяти утонувшим пассажирам злополучного рейса. Режиссер этого кинематографичного видеоряда создал гнетущую, но в то же время эстетически совершенную картину, которая покадрово передает весь тот первобытный ужас, который происходил внутри тонущего пассажирского корабля. Зритель отчетливо видит темные, стремительно наполняющиеся ледяной морской водой коридоры, видит, как молодые девушки в панике прячутся под столами в абсолютной темноте, точно так же, как это делали напуганные старшеклассники, послушно выполняя губительный приказ капитана никуда не выходить из своих кают. Одна из участниц группы на протяжении всего хронометража одета в ярко-желтое платье, что является прямой и безошибочной отсылкой к желтой траурной ленточке, главному символу скорби по погибшим.
В финале этого драматичного музыкального видео остается лишь одна выжившая девушка, символизирующая тех немногих счастливчиков, которым чудом удалось выбраться из водной ловушки, и теперь они вынуждены всю оставшуюся жизнь жить с тяжелейшим синдромом выжившего. Это произведение представляет собой не просто стандартное музыкальное видео, это глубокий короткометражный фильм «Катастрофа», блестяще передающий удушающую атмосферу безысходности и страха. Артистки смогли передать боль утраты без единого прямого слова о трагедии, выразив скорбь через искусство. Исполнитель Зика. Знаменитый южнокорейский рэпер и талантливый музыкальный продюсер Зика пережил эту страшную национальную катастрофу особенно тяжело, ведь чудовищная трагедия произошла ровно в тот самый день, когда он и его популярная музыкальная группа должны были радостно праздновать важное событие в их развивающейся карьере. Но вместо ожидаемой радости их молодые сердца наполнились невыносимой болью, когда они из новостей узнали, что среди пассажиров этого злополучного морского рейса была юная девушка, которая являлась преданной поклонницей его творчества. Рэпер физически не смог остаться в стороне от всепоглощающего горя ее семьи и лично присутствовал на церемонии прощания и похоронах этой старшеклассницы, чтобы с честью проводить ее в последний путь и хоть немного поддержать безутешных родителей. В знак своей вечной памяти и безграничного уважения к безвременно ушедшей фанатке, он совершил очень трогательный поступок, который навсегда вошел в историю развлекательной индустрии страны. В своих последующих сольных музыкальных работах он уделил особое внимание скрытым деталям, которые понятны лишь тем, кто помнит о том страшном дне. Сразу две его известные сольные композиции длятся ровно 4 минуты и 16 секунд. Этот точный хронометраж был выбран им абсолютно не случайно. Он напрямую символизирует дату крушения парома 16 апреля. Таким образом, каждый раз, когда кто-то включает эти песни, он невольно отдает дань памяти погибшим школьникам и всем тем, кто остался на дне моря. Вокалист Джонхин из группы Шайни. Главный вокалист популярнейшей группы Шайни, невероятно талантливый и очень чуткий артист Джонхин, стал одним из самых громких и искренних голосов южнокорейской индустрии развлечений, призывавшим гражданское общество никогда не предавать забвению ужасающие события 16 апреля. В то время как многие знаменитости предпочитали хранить безопасное молчание из-за сложной политической напряженности вокруг официального расследования причин морской катастрофы, он совершенно не боялся открыто выражать свою твердую гражданскую позицию и свою безмерную скорбь по погибшим школьникам. В своих социальных сетях он постоянно и целенаправленно менял фотографии профиля на изображение символической желтой ленты, раз за разом напоминая миллионам своих преданных подписчиков о необходимости жестко требовать правды и справедливости для всех невинно погибших пассажиров. Он регулярно публиковал разрывающие душу тексты, в которых честно признавался, что чувствует огромную зияющую пустоту внутри своей души, хотя лично никогда в жизни не знал никого из утонувших детей. Он смело писал о том, что абсолютно все взрослые несут коллективную ответственность за то, что произошло в тот день, и призывал вечно помнить об этих учениках ради светлого будущего всей нации. Его проникновенные слова становились мощным утешением для корейской молодежи, которая в те дни чувствовала себя преданной и брошенной государством. Этот артист обладал огромным, сострадательным сердцем и всегда боролся за правду, поддерживая тех, чьи голоса пытались заглушить. Лидер Ким Сонгу из группы Infinite. Лидер невероятно успешной музыкальной группы Infinite, певец Ким Сонгу, выразил свою глубочайшую печаль и полную солидарность с семьями жертв катастрофы через свое невероятно трогательное и пронзительное сольное творчество. Его музыкальное видео на сильную песню под названием «Контроль» мгновенно стало настоящим гимном потерянным надеждам и бесконечным, мучительным поиском тех, кто так и не вернулся домой. Сюжет этого кинематографичного клипа рассказывает трагичную историю молодого человека, который отчаянно и безостановочно ищет свою пропавшую младшую сестру, сгинувшую в холодных морских водах. Видеоряд этой работы буквально переполнен визуальными отсылками к катастрофе на пароме, которые заставляют сердце каждого зрителя болезненно сжиматься от подступающих слез. Зритель отчетливо видит развивающиеся на холодном ветру желтые ленточки, символизирующие неугасающую надежду на возвращение близких, спасательные жилеты, которые так и не смогли выполнить свою главную функцию спасения жизней, и насквозь промокшие вещи на пустынном берегу. Самым душераздирающим моментом всего музыкального произведения становится его финал, где главный герой бережно приносит к воде игрушечный кукольный домик, вечный символ теплого домашнего очага и семейного уюта,
которому эти несчастные дети так и не смогли вернуться после своей роковой школьной экскурсии на остров. Этот визуальный шедевр передает всю глубину отчаяния братьев, сестер и родителей, напоминая о том, как важно ценить каждый миг с близкими. Актеры Сон Син Хон, Ха Джи Вон и Ким Йона. Национальный масштаб этой морской трагедии был настолько невероятно велик, что абсолютно вся развлекательная индустрия Южной Кореи буквально в одночасье погрузилась в тотальный траур, полностью остановив свою привычную жизнедеятельность на несколько долгих и мучительных недель. Были моментально отменены абсолютно все развлекательные телевизионные шоу, веселые комедийные программы, масштабные стадионные концерты, радостные встречи с поклонниками и долгожданные выпуски новых музыкальных альбомов популярных исполнителей. Звезды первой величины сплотились и объединились в едином благородном порыве, чтобы оказать посильную финансовую и моральную помощь, а также поддержку всей нации в этот беспросветно мрачный период истории. Знаменитые и всеми горячо любимые актеры телевизионных сериалов, такие как Сон Син Хон и невероятно талантливая Ха Джи Вон, а также главная национальная гордость страны, прославленная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ким Йона, совершенно не задумываясь, перевели колоссальные суммы денег из своих личных сбережений. Каждый из этих выдающихся людей безвозмездно пожертвовал по 100 миллионов вон на обеспечение сложнейших поисково-спасательных операций на воде и прямую поддержку семей, которые круглосуточно дежурили в холодном порту в ожидании хоть каких-то новостей о своих пропавших детях. В эти черные для страны дни не было никакого деления на богатых и бедных, на недосягаемых кумиров и простых фанатов, вся страна сплотилась воедино перед лицом безмерного горя.